Тихо, чертовски тихо. Но это обманчивое ощущение. Буквально за стеной действующие корпуса и охрана. И между ними, среди густой растительности, затерялся корпус, где время остановилось четверть века назад. Целая эпоха скрыта за этими стенами. Множество медицинского оборудования, мебели с тех времен. Но самое главное – это атмосфера прошлого. Ощущение, будто ходишь по съемочной площадке фильма ужасов. Но это реальность. Сколько историй хранят эти больничные стены, сколько боли и надежды они видели. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. В этом выпуске мы отправимся в одно лечебное медицинское учреждение, оказавшись в котором с первых шагов фактически внутри этого заброшенного здания меня ждали достаточно интересные находки. Как, например, сохранившееся оборудование вот в этом гинекологическом кабинете. И свой рассказ об этом месте я начну с верхних этажей, по крайней мере, с расчетом на то, что если вдруг я попадусь охране, а этот корпус соседствует с действующим на сегодняшний день учреждением, так вот, если я попадусь охране, то чтобы у меня сохранилось, я надеюсь, как можно больше контента. Пробежимся немножко по верхнему этажу. Надо сказать, что состояние различных помещений колеблется от достаточно хорошего до, я бы не сказал, что разграбленного. Здесь, в принципе, вся утварь, все оборудование осталось, но его снесли с верхних этажей на самый нижний первый этаж. А под ногами здесь, конечно, творится сущий кошмар. С потолков обваливается штукатурка. Здание это уже заброшено, я даже не берусь сказать, сколько лет. Но по состоянию, я думаю, достаточно долго. И вот смотрите, какие образуются на потолке области с обрушившейся, с обвалившейся штукатуркой. Вот так выглядел быт пациентов этого медицинского заведения. Я так понимаю, что все палаты здесь были двухместные. И здесь же рядом с выключателем мы видим кнопки вызова медицинской сестры. Вот такой санузел был в палатах. Надо сказать, что в большинстве палат санузлы разрушены. Поэтому вот на примере как раз этого сохранившегося санузла можно посмотреть, как все это выглядело в палатах. Интересно, что нету раковины, а умываться, видимо, предполагалось в этой душевой. Хотя нет, я был неправ, раковина была как раз внутри помещения, то есть не в отдельной комнате, отведенной под санузел, а внутри помещения, и раковину уже благополучно разбили. Какие тут могучие батареи отопления были, больше, чем с половину человеческого роста. Я думаю, что где-то 1,20 м, 1,30 м высотой. Мы сейчас продвигаемся по коридору, заглядывая в разные помещения. Собственно, здесь были больничные палаты. Вот еще один сохранившийся санузел, точно такой же, как мы видели в предыдущей палате. Красиво сгнившая кровать. Я сначала даже подумал, что она горела, но потом до меня дошло, что она разрушилась от сырости. Посмотрите, здесь даже тазик подставили. То есть, видимо, до недавних пор персонал этого учреждения пытался следить за тем, чтобы по возможности хоть как-то спасать от влаги протекающие помещения. Вот здесь потолок вообще обвалился. И смотрите, как интересно, здесь множество различных наклеек, вырезок из старых газет, журналов, что было очень популярно в 90-е годы. Собственно, в каждой из палат мы видим примерно все одинаковое, за исключением вот предыдущей палаты, где, как я вам показал,
было очень много различных наклеек. И это даже немножко странно. Все буквально прогнило от сырости. Вот посмотрите, какие часы. Видимо, они висели где-то на стене в этой палате, а вполне возможно, что их сюда просто принесли из коридора. И вот такая милая статуэточка фарфоровая. Здесь же мы можем видеть, остались наручные часы, циферблат которых уже вообще не читаем из-за покрывшей его полностью плесени. Где-то в палатах уже не осталось даже мебели, только вот такой вот бардак. И опять же разрушившиеся потолки. По-моему, это шприц для инсулина. Хотя, черт его знает. Смотрите, здесь градация, шкала, скорее всего, в миллилитрах. С этой стороны надевалась игла. И, вероятно, даже электронным, с помощью, видимо, там батарейка какая-то устанавливалась. Не могу сейчас открыть. Вводилась необходимая доза. Вот крышка вот этого приспособления выглядит как авторучка. Называется NovoPen. И какой-то брелок, похожий на сигнализацию от автомобиля. Вообще очень похоже на то, что в этой палате кто-то жил. Не могу сказать, когда. Сейчас попробую определить по... Вот это вот какая-то косметика, что ли. По ноябрь 2016 года годность. Срок годности. И вот, видимо, где-то в середине 2010-х здесь кто-то жил, может быть, из сотрудников, может быть, кто-то бомжевал здесь, что вполне тоже не исключено. Запасы воды, стиральный порошок, газеты и даже новогодняя мишура. Обратите внимание, в этой палате даже унитаз застелен. Вероятно, да, кто-то пользовался этой палатой для временного проживания здесь, скажем так. В палатах были плитки, я так понимаю, для разогрева пищи, может быть, для приготовления кофе. И тут мы видим вырезки из всяких газет, журналов, что было очень популярно в 90-е годы. Тут же при выходе из палаты еще одна плита двухкомфорочная с духовым шкафом маленьким. Но фактически это уже полноценная плита. Вот еще одна сохранившаяся палата. Ну, в принципе, мы видим практически все то же самое. А здесь уже целый склад мебели из этого корпуса. Мебель, в принципе, примерно одинаковая. Вот эти вот деревянные стулья, которые я уже видел в других помещениях. Ну и какие-то более современные пластиковые стулья. Природа, конечно, берет свое. Смотрите, как тут все стены увиты этим плющом. И здесь находится выход на крышу. Скорее всего, она использовалась как терраса. Вообще это очень принято в странах бывшей Югославии, на Балканах. Крыши использовать как общественное пространство, террасы. А вот там уже действующий корпус. Там находится персонал, охрана, поэтому на крышу я сейчас не отправлюсь, не буду выходить. Здесь же прямо при выходе на крышу баки с чем-то, с какой-то мастикой, которые, скорее всего, обрабатывали крышу от протечек. И заботливо оставленная сотрудником метла. Ну разве не прелесть? Здесь же при выходе на крышу достаточно просторное помещение, которое сейчас абсолютно пустое, и угадать его назначение не представляется возможным, но, вероятно, здесь проводились какие-то совещания, медицинские консилиумы, или просто, может быть, здесь пациенты отдыхали в свободное от лечения время, смотрели телевизор, возможно, это был просто холл. Что ж, давайте отправимся ниже.
И вот здесь уже гораздо больше осталось следов быта. Опять же, такая печь, точнее плита с духовым шкафом. И посмотрите, какая очаровательная маленькая конфорочка, которую использовали, скорее всего, на Балканах любители кофе. Тут в Турке варили кофе, скорее всего, на этой маленькой конфорочке. Вот она прям специально для этого была предусмотрена. Тот же старый телевизор, еще с кинескопом Samsung. Как раз тоже, наверное, из 90-х годов, из второй половины 90-х годов. А тут какой-то медицинский прибор. Причем все надписи здесь сделаны, если я не ошибаюсь, на французском языке. Поэтому сложно сейчас предположить, что это такое. Хотя вот вверху мы видим крутящуюся часть, в которую, скорее всего, вставляли пробирки. И поэтому теперь можно идентифицировать этот прибор. Он был для проведения каких-то лабораторных анализов. Вообще этот лечебный корпус, это медицинское учреждение, со всех сторон окружено бурно разросшейся южной зеленью. И это на самом деле хорошо. Это помогает мне оставаться незамеченным, даже находясь вот так вот буквально перед окнами. А здесь был холл, точнее он и сейчас есть. Очевидно, здесь пациенты отдыхали, смотрели телевизор. Вот там вот старый аналоговый телевизор еще с кинескопом. Здесь столы, а возможно сюда же и приносили еду из столовой. И пациенты здесь завтракали, обедали, ужинали, принимали пищу. Ладно, давайте еще немножечко быстро пробежимся по холлу. Ох, какая скрипучая дверь, и выходит она прямо на действующий корпус. Здесь у нас был женский туалет. Ну, а это, логично, его мужской собрат. Даже не будем сейчас туда пробираться. А вот в этой комнате сохранилось множество различной документации. Прям моя любимая тема. Масса бумаг, документации, которые годами заполняются и потом оказываются никому не нужны. И так вот выброшенными на свалку истории. Здесь же как запчасти от какого-то медицинского оборудования. Обратите внимание, 2 крюка, на них что-то подвешивалось. Но это, скорее всего, были больничные карты. И, как я и предполагал, работало это учреждение, заброшено было, точнее, где-то в 90-х годах, скорее всего, во второй половине. Вот здесь мы видим, подписано карандашом 1999 год, 1991, август 1990. Ну и да, это были медицинские карты больных, которые здесь, в этих стенах, когда-то проходили лечение. Вот лист выписки 17 марта 1987 года дата поступления, 4 апреля 1987 года дата выписки из этого лечебного учреждения. А вот сквозь окно можно видеть соседний корпус, по которому мы сейчас с вами уже прогулялись, и пойдем еще дальше на нижние этажи. А вот и одна из изюминок сегодняшнего сталка – гинекологическая амбулатория, кабинет амбулатория номер 4. Здесь прям замечательная сохранность. Вот за этим столом сидел доктор, гинеколог. Все практически нетронутая. Литература различная, ручки, баночка растворимого кофе. И вот крышка от этой баночки, телефон и кипятильник, в котором кипятил воду доктор для своего кофе. Книжечка еще одна на столе, сон о сне. Причем у гинеколога-то тут не только специализированная медицинская литература, но, похоже, он был не только гинекологом, а еще и спелеологом. Злотские пещеры. Кстати, книжица довольно интересная. С иллюстрациями и даже с картами этих пещер.
И в соседней комнате нас ждет медицинский шкаф, который, наверное, одинаковый практически во всех странах мира. А вот здесь даже сохранились такие, наверное, это вот старомодные такие трубки, которые врач прикладывал к уху, а другой стороной слушал пациента. Обалдеть. И какой-то препарат, читаем, наркосин. Ничего себе. А полочкой ниже набор медицинских игл. Ну и вишенка на торте. А что бы вы еще ожидали в гинекологическом кабинете? Гинекологическое кресло. Правда, кто-то уже водрузил наверх аппарат для стерилизации. Здесь же установлена лампа возле этого гинекологического кресла. Там, я так понимаю, обычная лампа накаливания, но очень яркий свет она, скорее всего, давала благодаря вот такому блестящему отражателю направленному. И доктор, врач-гинеколог прекрасно мог разглядеть все, что творится в промежности у пациентки. А вот это просто вообще напоминает орудие пыток, как игла с загнутым концом. Видимо, ей промывали что-то внутри пациентки. И здесь такой, рядом с гинекологическим креслом, такой уютный уголок, который, я так понимаю, был предназначен для того, чтобы пациенты могли там раздеваться. Вот это, конечно, жесть. Сразу вспоминаются нацистские доктора с их замерами черепов. Жутковатое место. Не правда ли? И целая коробка различных медицинских препаратов. Альбатил, фимакур или фима... черт его знает. Но, в общем, выбор этих медицинских препаратов здесь очень немаленький. Ящики для стерилизации медицинского инструмента. Но самого инструмента, увы, нету. Вспомнил, что в соседнем помещении я видел настенный календарь 1999 годом. Так что работало это заведение на рубеже тысячелетий. Ну а мы с вами давайте прогуляемся еще по одному корпусу. Опять же, везде это плетеная мебель, стулья и однотипные палаты, которые мы с вами уже видели. А вот инвалидная коляска в палате, которая полностью разрушена от влаги, от плесени. Вся отделка, даже кровать, все здесь разрушено под воздействием влаги. Вот еще одна палата, также сильно пострадавшая от влаги. Здесь все стены захватила плесень, облезли обои. И здесь же какая-то старая документация, уже неимоверно раздувшаяся до неимоверных размеров. Опять же, вот этой самой влаги. Здесь какая-то папка была, в которую складывали документацию в различные файлы для систематизации документации. И снова документы, больничные карты, аллергические тесты. Уже видим здесь 1978 год. Какие-то палаты сейчас абсолютно пусты, вся мебель отсюда вынесена. В каких-то палатах остались эти кровати, двухместные палаты и эти кровати, которые мы с вами уже неоднократно здесь видели. И снова мебель. Здесь медицинская каталка. На таких перевозили лежачих больных. Да, место, конечно, в некотором смысле жутковатое. А здесь прямо кто-то сидел и любовался видами из балкона. А здесь меловая доска, и не совсем понятно, что написано. Посередине что-то напоминающее очень сильно мишень, а дальше что-то связанное с танцами, что ли, футук, фокстрот, пирот. Черт его знает, что это такое здесь было написано. А мы снова оказываемся на лестничной клетке, где природа пытается захватывать это здание. Слушай, мы давайте теперь отправимся еще ниже. И вот здесь уже часть помещений используется под какие-то бытовые и хозяйственные нужды. Например, здесь
огромная бочка с резервом воды. Под замком свежесваренная клетка, чтобы эту бочку не утащили. И здесь ужасно заваленный хламом коридор. Здесь просто свалена старая мебель в одной из палат. И здесь уже, конечно, надо быть поосторожнее. Прямо напротив находится отель. Там, не знаю, видно ли вам или нет, но вот на балконе сидит парочка, что-то обсуждают. И поэтому, я думаю, да, лучше здесь светиться как можно меньше. Вот еще одна старая палата. Здесь даже остались матрасы, одеяла. Собственно, палаты здесь все однотипные. И вот так выглядит этот бардак на этаже. Я надеюсь, что меня сейчас из отеля не видят. Здесь вот тоже какое-то медицинское оборудование, шкафчик с какими-то кнопочками. В общем, сейчас здесь сложено все, что могло представлять какую-то ценность, что не стали вывозить, выбрасывать, видимо, планировали когда-то дальше, в дальнейшем использовать. Но, увы, все это осталось в таком вот состоянии, уже давно сгнившее от влаги. А вот это прям раритетная вещь. Компактный бобинный магнитофон. Кто не знает из молодежи, ставились две бобины, на одной из которых была натянута магнитная лента, на вторую она наматывалась, и вот здесь вот через систему лентопротяга, через магнитную головку преобразовывались все эти магнитные колебания в звук, и люди лет 30 еще назад слушали на таких аппаратах музыку. Может быть, чуть побольше, чем 30. Здесь уже палаты гораздо меньше напоминают просто оставленные палаты, а больше это похоже на склад мебели, которая местами просто свалена. Ну и в коридоре мы видим такую же картину. Еще одно инвалидное кресло. Вот эти сиденья, маленькие диванчики, возможно, даже так и стояли между палатами. Вот тоже интересное какое-то кресло, очень высокое. И здесь остались чьи-то ключи, уже не установить, от какой машины. Но достаточно современные эти ключи уже использовались. Начали использоваться недавно, может быть, лет 10 такие ключи. Точно сейчас не скажу. И да, во всех помещениях тут просто абсолютно в хаотичном порядке свалена мебель. Ну что же, а мы давайте отправимся на нижний этаж. И тут уже все больше и больше намеков на то, что эти помещения используются и сейчас под хозяйственные нужды. Вот здесь двери закрыты. Но попасть внутрь все-таки можно, хотя здесь просто складированы лежаки. Вот эти помещения уже явно используются и сейчас, но под склад пляжного оборудования. Ну да, тут уже все намного более живое, поскольку этот этаж уже относится к охраняемому зданию непосредственно. Сколько же здесь инвалидных колясок, прочего печального инвентаря, и сколько же людей, нуждающихся в этом, могли бы обеспечить сотрудники этого учреждения, просто передав им вот это вот все медицинское оборудование. Прям жутковатое место. Тут склад жалюзи и прочего какого-то барахла. Но при этом мне кажется, что сюда, конечно, снесли что-то более ценное. Вот опять же мы видим эти самые медицинские кровати-каталки для перевозки лежачих больных. Я надеюсь, что я своим светом сейчас не привлеку внимания из соседнего корпуса, который находится совсем близко.
Но мне очень хочется показать вам все вот это оборудование, которое здесь гниет уже четверть века. Соответствующие надписи на дверях, бактериология. А здесь даже точильный станок, похоже, вполне себе исправный. Ну что же, давайте выбираться на самый нижний этаж. И здесь можем прочесть амбуланту поликлиническая служба. Ну а здесь мы видим совсем используемое помещение. Собственно, отсюда как раз и заходят сотрудники. Здесь хранится инвентарь. Я боюсь, что вам его просто не видно. Это самый нижний этаж, и здесь, конечно, творится просто ужас. Здесь все завалено какими-то дверьми, досками, остатками кроватей. Функциональная диагностика ЭКГ, электрокардиограмма. Зато здесь можно понять, что было на этом этаже. Здесь уже были не палаты, а именно проводились исследования, диагностика, амбулатория номер 8, физиотерапевт. Здесь опять в огромном количестве мы можем видеть различное медицинское оборудование, полуразобранные и целые инвалидные кресла. И вот этот вот завал. В одном из помещений вообще был склад каких-то красок. Жутковатое место, не правда ли? Оказавшись в этом месте, у меня возникли воспоминания, ассоциации с еще одним местом, возможно, даже более жутковатым. Это заброшенный онкологический диспансер, онкологическая больница, где нам удалось найти массу интересных вещей, жутковатых вещей, даже образцы человеческих тканей, которые отправлялись на гистологию. Переходите по ссылочке, если не видели еще это видео, если не видели еще этот ролик. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего.